Все человечество переселилось в апокалиптическую игру на выживание. Все обезумели, дерясь за суперсилы. Один я выбрал себе бесконечные деньги. Все смеялись, мол, я с тронутым мозгом, в апокалипсис деньги, просто бумага без цены, лишь пыль. Как ему понять? Зомби не угроза, страшнее живые со сверхсилами. Запуск системы. Меня и 300 игроков закинули в игру. Система объяснила, что мы все уже были мертвы в реальном мире, чтобы получить шанс прожить еще раз. Нам надо было дожить до финала в апокалиптической игре. И потом пришло время всем мне тоже выбирать стартовые вещи. Мы осмотрели полки со сверхспособностями. Там другие игроки яростно дрались насмерть за них. Я сразу открыл последнюю страницу списка и внизу увидел золотую монету с надписью «Бесконечное богатство». Не раздумывая, взял ее. Староста Ван Тен, вошедший со мной, выбрал ментальный контроль. Увидев, как я взял монету, он сразу громко усмехнулся мне вслед. «Марк, ты скряга, конец света близко». «Тогда зачем тебе деньги?» Не успел объясниться, он повернулся к красавице Люруян. Она выбрала дар быть любимой. Эта сила заставит человечество любить меня. Даже зомби растрогаю. Истинная любовь хранит меня, умереть никак невозможно. Мы ждали, пока заберут все предметы, система снова прозвучала. Год нам тренировать силы и готовиться к бою. Режим апокалипсиса стартует через год и будет официально запущен. В финале один победитель, лишь последний выживший получает главный приз. Услышав это, выражения лиц у всех мгновенно изменились, даже у тех, кто уже обсуждал создание союзов. Теперь они смотрели друг на друга с подозрением. В этой игре на выживание друзей не было, все были врагами. Немедля я исчез. Сразу же запустил свой план выживания на случай апокалипсиса. Я изучил карту мира и выбрал древний остров в центре Тихого океана, вдали от сейсмических поясов и ураганных зон. На острове была ровная равнина для аэропорта. Зеленые горы вокруг защищали надежно. Не экономя, купил весь остров, назвал его «Остров будущего» для внешних. Публично заявил, делаю туристический проект. Купил разом 18 гигантов, заключил стройконтракты с NPC и перевез машины, материалы на остров. Я подписал NDA с руководством NPC. Они не знали, где остров будущего. Как только прибыли яхты, рабочие начали строить простой аэропорт. Сразу купил 100 самолетов, зафрахтовал их, чтобы свести рабочих со всего острова. Они работали день и ночь непрерывно, чтобы не нашли остров будущего. Я купил глушилки заранее и забрал телефоны у рабочих. На острове я построил 10 крепостей. Материалы высшего качества выдержат землетрясение магнитуды 12. Внешний вид крепостей был замаскирован, так что спутники не могли их обнаружить, но это была лишь видимость, которую я создал. Настоящая крепость апокалипсиса была под землей. Выдержит ядерный удар, химию и биологию, даже при зомби-копателях. Он не пробьет стальную стену 5 метров. Наземные крепости имели секретные туннели, ведущие прямо под землю, но туннели были очень узкими, позволяя проходить только одному человеку за раз, а внутри они были похожи на лабиринт. Даже найдя верный путь, он не был уверен, у главных ворот там избежит ловушек. Механизмы. Если туннель взорвется, я всегда смогу выбраться другим путем на поверхность. В апокалипсисе энергия нужна, чтобы решить проблему снабжения. Проблему. Поставил на острове ветряки, приливную и атомную энергетику. Воду там тоже сразу решил без труда. Поставил сбор дождя, опреснение, даже качал грунтовую воду. Фильтр мог делать всю зараженную апокалиптическую воду питьевой. Также была мгновенная стерилизация, горячая. Холодная, и химия. Система очистки сточных вод выводила грязную воду подземной крепости. От наводнения стены сделали водонепроницаемыми. Закрытые бронедвери были наглухо герметичны. Подземная дренажная система тоже очень прочная. Фильтры воздуха я поставил несколько, чтобы в бункере там всегда был свежий, чистый воздух вдосталь. Также припас 100 тысяч кислородных баллонов на экстренный случай. Подземный бункер разделил на 12 изолированных отсеков.
Если 1-2 ломались, всегда были запасные. Каждый отсек имел свою роль, 3 работали на новейших технологиях. Автоматически производя кислород, тут выращивали овощи, рыбу и кур. 2 отсека держали запас еды на 10 лет для меня. Лекарства, еда и вода. Когда НПС заподозрили мою стройку, я щедро заплатил им за полное молчание. Сделав это, я отправился в США и купил арсенал тяжелого вооружения, включая мобильных боевых роботов и легких боевых роботов. За большие деньги я добыл на черном рынке 2 ядерные бомбы. В бухте там тайно спрятал атомную подлодку и самолет. В подземную крепость ввел прямой туннель, чтобы не дать игрокам со сверхспособностями проникнуть на остров. Я создал искусственные рифы вдали от побережья. Суда сядут на мель и утонут ближе. Я протянул электросеть вокруг острова вдоль берега, среди морских мин, и поставил особый радар, чтобы засечь любого, кто приблизится, и ударить вовремя. Натянул над островом электросеть, вирусным птицам теперь садиться сюда нельзя. За год оборону острова завершили. Конечно, чтобы обмануть врага и тоже в других странах мира. Я развернул турист-проекты, чтобы игроки не заподозрили подвох. Другие укрытия были моими запасными базами. Я мог лететь к ним без дозаправки. Отослав последних НПС, я теперь остался совсем один на острове. Я вложил состояние в космокомпанию и купил свыше 6000 спутников на орбите, чтобы интернет никогда не обрывался. За год я скупил все авиакомпании и судоходные фирмы мира. На прошлой неделе велел уничтожить все самолеты, корабли. Всех. Узнали, богатейший человек мира уничтожил весь дальний транспорт. NPC решили, что он спятил, но лишь игроки знали, богатейший человек и их соперник. В чате игроков всплыло окошко. Ван Тен спросил меня: «Марк, ты же самый богатый в мире сейчас, наверное, правда?» Он видел, я выбрал бесконечное богатство, но его игнорировал. Через неделю наступил апокалипсис. Прокачавшие силы игроки нетерпеливы. На общем экране всплыли имена номера 300 игроков. Я был 99-й, Ван Тен 100-й, Люжу 101-я. Внимание, апокалипсис начался. Игра идет, пока не останется один. Никто не думал, что апокалипсис начнется ливнями, смывшими весь мир. Долгие дожди вызвали мировой потоп, остров будущего тоже залило дождем. Он мал, грозовые тучи держались 2 дня и ушли. Я даже не успел спрятаться в подземной крепости. Даже сверхлюди были растеряны. В новом мире они год жили в бедности, тренируя силы. Пришлось придумать, как заработать на жизнь. Работа была адская, и запасов они в итоге накопили смешно мало. Лишь немногие игроки обратили свою силу во зло. Купили особняк, в подвале сделали укрытие. В результате наводнения сначала затопило подвал, все их припасы оказались под водой, а весь особняк унесло течением. Затопило тех, кто строил убежище в подземных парковках. Убежище выше этажом. Временно в безопасности, но дождь лил, скудные уже запасы игроков быстро таяли. Все запаниковали. Тем временем я ел снеки и смотрел стрим. Стример за шторой тайно показывал события дома напротив. Игрок использовал огонь, чтобы красть припасы. Брат не эффект и не косплей, это человек со сверхсилами. Он был охранником в комплексе. Сейчас поджигает эту дверь. Это уже 10-й дом, который он грабит. В эфире чат залил экран. Правда, есть люди с суперсилами. Значит, апокалипсис уже начался. Стример, берегись, как закончит с домом напротив, возьмется за твой. Огненный игрок предупредил. НПС. К дому прибыл спецназ на спаслодке, окружил здание с оружием. Стример так сильно взволновался, что у него дрожали руки. Брат, впервые вижу стрельбу. Охранник палит так мощно, железная дверь мгновенно расплавилась. Совсем расплавилась. Спецназ ворвался в здание. Раздалась яростная стрельба. Вдруг тело слетело с крыши прямо в паводковую воду. Вскоре я заметил, имя игрока на общем экране посерело.
Значит, он погиб. Тогда в чате Ван Тен снова вышел на меня, позвал: «Марк, давай союз. Мы бывшие одноклассники, номера рядом. Объединимся вместе, мы точно дойдем до самого финала». Он нагло запросил видеозвонок, но я дальше игнорировал его. Союз с ним. Если в конце остались бы мы двое, он внушением вмиг убил бы меня, став единственным победителем. Недооценил меня или переоценил себя? Нет воды, света, еды. 3 месяца потопа убили надежду НПС. Наконец, некоторые не выдержали и стали грабить, крушить все на своем пути. Поджигая место, игроки также смешались с ними, пытаясь найти проблеск надежды на выживание. Но их суперсилы не скрыть, и это встревожило власти. Они прямо приказали захватить людей со сверхспособностями, чтобы доставить их в исследовательские институты. За месяц на общем экране поселили имена 30 игроков. Вдруг все запаниковали всерьез, каждый боялся умереть сегодня. Тем временем я жил в мире, чужом им. Иногда проверял овощи и играл в видеоигры в моем большом особняке. Я плыл в бассейне. То будущее было раем, и я жил в комфорте. Но радость была недолгой, и в итоге меня предали. На мировом общем экране кто-то отправил анонимное сообщение. Игрок номер 99 и самый богатый человек в мире, он наверняка построил много убежищ до апокалипсиса. Если мы найдем игрока номер 99, мы все сможем выжить. Общий экран, который до этого молчал, мгновенно взорвался. Номер 99, явись один. Ты сытый в роскоши, глядя, как сотни из нас мучатся, это жестоко, бесчувственно. Да, уберем таких игроков. Найти номер 99 — наш шанс выжить. Брат, атакуй вместо меня. Все игроки обезумели, мечтая содрать с меня кожу живьем. Я хотел лишь мирно выжить, но вы сами позвали меня. Я написал в общем канале: не деритесь больше. Я номер 99. Если вы хотите убежища, я могу их вам дать, но я построю их только в Го, Тяньго, Н и Ды. Я построю убежище в 4 местах. Каждый приют вмещает максимум 20. Я отметил 4 точки на карте мира. А вас тут больше 200. Всем не войти, но вам дам пароль убежища. Кто успел, тот вошел. Хватит меня преследовать теперь. Когда я ввел пароль, все игроки радостно взревели, лишь бы как можно первыми добраться до укрытия и спастись. Они переживут наводнение. За ночь часть игроков уже добралась. У многих был быстрый рывок и убежище. Его возвели на высоте, вне угрозы потопа. Открыв дверь, войдя, они ощутили себя в раю. В итоге мои 4 убежища роскошно построены и снабжены всем комфортом. Морозилка ломилась от еды. Надменный номер 58 сразу начал прямой эфир на мировом канале. Не думал, что укрытие так добротно сделано. Чудесно просто иметь деньги. Внутри они ели стейки, ягнятину, пили вино. Стол был усыпан моими лакомствами. 58-й, в укрытии уже 12 человек. Решили закрыть приют Гуабо. Ресурсов мало, остальным не приходить. Остальные по пути увидели эфир и сразу взбесились. Снаружи игроки продолжали пребывать, лишь бы не утонуть в наводнении. От голода, без еды они цеплялись за последнюю надежду. Желание выжить заставило их рискнуть всем. Он умолял тех изнутри открыть дверь. Но игроки убежища крепко заперли ее. Сколько ни колотили в дверь, стену, не применяли умения. Сдвинуть крепкую дверь не смогли никак. Пока игроки внутри ликовали, я вдруг появился и сказал: разве я не говорил, что тут место на 20? Еще 8 не войти. У меня приоритетный код. Закрой дверь, войдем. Тайный вход там, на юго-востоке. У стены кирпич поверни ее, откроется тайная дверь. Снаружи игроки, как безумные, сразу рванули и повернули кирпич. Кирпич со старой резьбой. В древней стене открылась тайная дверь. Игроки ринулись драться за 8 оставшихся мест.
Хрупкая девушка бежала медленно, отставала. Вдруг из ее рук вырвались лианы и яростно хлестнули всю толпу. Мгновенно она уложила группу игроков. Один игрок с навыком «Острые клинки». Он мигом срезал лианы у ног и точно контратаковал в шею лианистки. Клинок ветра первым достиг двери сразу. Он ввел приоритетный пароль, дверь открылась, и он вбежал, ликуя. Потом игрок молнии сразил группу и стал вторым вошедшим. Третьего у двери крепко схватил за бедро игрок сзади сразу. Игрок на земле странно улыбнулся, и яд с его ногтей вонзился ему в ногу. Когда токсичный игрок поднялся и рванул к двери, стальная рука сзади пронзила сердце. Игроки падали один за другим у входа. Жажда выжить сорвала их последнюю маску. Выяснилось, навыки системы не для убийства зомби, а чтобы они сами резали друг друга. Игроки в укрытии тоже нервничали. У всех был быстрый рывок, но силы в бою явно им не хватало. Если не закроют дверь и впустят сильнейших, они ведь погибнут следующими. Клинок и молния поняли это с первых секунд на входе. Спасибо всем. Они быстро объединились и начали атаковать игроков снаружи вместе. Тогда цифры в общем канале резко взлетели. Мертвых игроков становилось больше. Людская природа повсюду одинакова. У 3 других убежищ тоже вспыхнули бои. Ни на одной из камер наблюдения я не смог найти следов Ван Тена. Конечно, как он мог пойти в убежище? Какое совпадение? Ван Тен написал: «Марк, видишь, мы не союзники, но все равно сотрудничаем. Мы идеальная пара. Не стыдно? Ты раскрыл мою личность. И сам загнал меня в это положение. Нет, не злись. Без моего плана, как бы мы отправили игроков на смерть? Так благодари меня за это. За помощь тебе убрать конкурентов». Пока говорили, укрытие уже наполнилось, дверь вдруг сама закрылась. Снаружи лились реки крови. Не вошедшие умирали, игроки внутри праздновали. Но не знали, их ждал ад впереди. И что? Я улыбнулся Ван Тену. Как жаль, ты ведь не в убежище. Я нажал кнопку. Мгновенно за секунду рванули 1000 тонн взрывчатки, зарытой внизу убежища. Ударная волна распылила даже выживших снаружи игроков. Взрыв. Потом игроков стало на 116 меньше. В живых осталось 81. Позже Ван Тен написал мне: «Я недооценил тебя. Спасибо за помощь. Без тебя не собрать столько игроков в убежищах. Игроков, способных попасть на остров будущего без самолета и лодки, больше нет теперь. Год планировал убрать всех. Эти убежища стали могилой. О взрыве убежища. Новости узнают так не с... Другие живые игроки не знали, что случилось. Но Ван Тен понял сразу, он не в убежище. А тайно наблюдает все вокруг. Тогда система прислала сообщение: «Поздравляем, ты игрок с максимумом убийств в матче. Сейчас получай дополнительную награду». Я не сдержал смеха. Видишь? В этом мире апокалипсиса всегда тут правит сильнейший. Через 4 месяца вода отступила, показав землю под ней. Все вздохнули, решив, что беда уже позади. Но они не ждали эпидемии от наводнения в их краю. Мертвые NPC стали зомби. День. Поздравляем вас, 100 игроков. Первый этап — потоп апокалипсиса. Далее второй — зомби-апокалипсис. Пора теперь включать навыки. Парень, номер 99, может лишь ждать, когда его разорвут, верно? Тогда Лю Жуянь написала мне в личку: «Марк, слышишь, навыков никаких нет. В зомби-апокалипсисе ты точно не выживешь. Поделись со мной припасами и дай координаты, приду и прикрою тебя». Медленно набрал. Не недооценивай мой опыт. Я выжил в наводнении благодаря ей. Я знал, как она спаслась. Она чаровала людей умением, чтобы потом их обобрать.
припасы своих соседей. Когда прибыли спасатели, и ее спасли первой, я подумал и сказал: «Прости, ты мне не интересна». Лю Руяня знала, что я богатейший. Это было не случайно. Зомби-вирус охватил континенты. Я заранее послал бомбардировщики-реинкарнатора стереть все, острова Тихого океана, включая Антарктиду. Их канал передачи перекрыли. Обычных зомби легко бить, но вирус уже повсюду распространялся слишком быстро. После нескольких передач, как я и предсказывал, начали появляться мутации. Незаметно появились зомби с интеллектом и зомби с особыми навыками. Зомби, съев умельца, крал его навыки. Игроки поняли, без союза они все погибнут. Они начали формировать группы, строя базы для сопротивления осаде зомби. Однако между базами им приходилось сталкиваться не только с зомби, но и с внутренними распрями, грабя припасы и отнимая жизни. Из-за зомби-вируса. Пришлось поставить в море стальные сети, чтобы рыбы не дошли до острова будущего. В небе поставил электросеть, чтобы птицы вниз не спускались. Солнечный свет казался слишком тусклым. В дождь я прятался в подземной крепости. Выходил наружу лишь когда машины подтверждали, дождевая вода не ядовита. Это главный удар зомби-вируса по мне. Континентальная связь давно разрушена, восстановить ее нельзя. НПС теперь общаются лишь по радио. Я не пользуюсь этими древностями. 1000 спутников следит за Землей в реальном времени. Я предупреждал, птицы разнесут вирус и обрушатся на уязвимые островные страны. Весь остров мгновенно сразу стал адом на Земле. Игроков стало меньше. Их число падало по одному. Теперь осталось 30. Но тут мутировавшая зомби-птица влетела в небо острова будущего, ударилась об электросеть и тотчас на месте сгорела от высокого напряжения. Но одно перо сумело проскользнуть. Провалившись через дыру в сети, робот-пес выдал пламя, сжег птицу. Вероятно, она с островов Тихого океана. С тех пор птицы ежедневно летали над островом будущего. Сеть там была полна мертвых птиц. Роботы неустанно патрулировали остров, сжигали тело, чистили электросеть. Тщательно, без остановки. Если даже остров будущего такой, ясно, везде беда гораздо тяжелее. Я больше совсем не ходил на пляж ежедневно. Я решил навсегда переехать в крепость. Подземную. Сегодня Новый год, но никто, кроме меня, не хотел праздновать. Я ел ужин в новогоднюю ночь. Я смотрел последний весенний гала перед апокалипсисом. Вдруг вспомнил семью, но теперь остался совсем один. Мне стало чуть грустно. Мне пора домой. Я теперь должен стать единственным. Я сфоткал новогодний ужин и отправил снимок в антенну. Через минуту Ван Тен отвечает сразу. Он выложил мое фото в мировой канал. Игроки взбесились. Возмущенные комменты сразу пошли волной. Номер 99. Живет слишком вольготно, черт. У нас нет горячей еды, а у него целый стол. Не будь, когда найду тебя, добью до конца. Я совсем не обратил внимания. Тогда я жду. Попробуй найти меня. Я включил компьютер и проверил досье на 30 игроков. Он не знал, еще до апокалипсиса мир был всюду набит моими глазами и ушами. Мои наемники вычислили рассеянных игроков и давно следят за ними. Я уже знаю навыки и слабости каждого. Я знаю сильные и слабые стороны всех игроков. После апокалипсиса мои наемники выжили на запасах. Они продолжали служить мне, а взамен я мог открывать для них новые припасы. За деньги можно купить даже бессмертие. В апокалипсисе припасы – лучшая валюта. Сейчас мир поделен всего на 3 главные державы. Первая сила – армия с мощным арсеналом и крепкими базами, как скала. Ван Тен применяет навык контроля разума. Он принял командование. Вторая сила – зомби. Среди них вскоре явился, он обрел силу, пожирая зомби и игроков. Рядом с королем зомби – Лю Руюань. Она стала его спутницей. Третья сила – арк-преступность.
До апокалипсиса номер 128 был там, в самой опасной, хаотичной стране и своими навыками подчинил местные банды. Под началом номера 128. Банда росла, обворовывая всех людей. 26 оставшихся игроков зависят от 3 сил. 128 управляет гравитацией, мозг у него мощный, в дуэли 1 на 1 ему нет равных. Но в целом банда, по правде, слабейшая среди всех здесь. Не соревнуясь, он жмет фото профиля номер 128 и решает убрать тебя. Снова сработала системная тревога. Сейчас в игре живы лишь 30 игроков всего. Затем сложность игры возрастает, наступает третья фаза, континент экстремального холода. Кто-то больше не мог этого выносить. Прошло уже год и 5 месяцев после апокалипсиса. Ни у кого нет еды, надвигается лютый мороз. Все на планете скоро погибнут, Ли Жуянь безмолвно прислала мне сообщение. Марк. Тогда на планете во всем мире выживут лишь зомби, и ты всю жизнь пожалеешь, что отверг меня. Она говорила и прислала мне фото рядом с королем зомби. Увидев, я усмехнулся ледяно. Раз так, отправлю вас двоих, влюбленных, в рай. Мороз вмиг сковал всю планету. Даже мой тропический остров пострадал. Нас ударила метель. Остров будущего был под угрозой. Сначала ветровые и приливные станции пострадали. К счастью, АЭС подземной крепости еще работала. Банда первой сломалась. Они уже полностью выжили у людей все ресурсы. Внутренние конфликты обострялись, столкновения не прекращались, и игроки с особыми способностями умирали один за другим. Личное сообщение 128 через мировое окно отправил. Сотрудничаем. Много припасов закопал на вашей земле. Достанут их, скоро выживут. Номер 128 ответил. Чего надо? С чего мне вообще верить тебе? Разберись с королем зомби. Мои ученые создали антидот, просто распыли на них, и они все сразу исчезнут. Но ты знаешь, в бою я полный ноль. Если подумать, из 30 одаренных ты самый сильный. Только ты справишься. Люди боятся лютого холода. Зомби. Нет, чем дольше тянем, тем сильнее они. Сколько ни коплю, припасы кончатся, номер 101 рядом с королем зомби победит в конце. Король зомби слишком силен. Без антидота его не убить силой. Антидот у меня, сила у тебя. Вместе уничтожим зомби. Чтобы завоевать доверие номера 128, я отправил наемников с дозой противоядия и партией припасов. Банда ввела дозу зомби. Он растаял в луже крови в жутких судорогах. Вирус в нем тоже очистился полностью. Номер 128 был тронут. Если бы в мире остались только он и я, убить меня было бы так же просто, как щелкнуть пальцами. Для него я самый слабый игрок, объединиться со мной было, без сомнения, лучшим вариантом. Снежной ночью 100 дронов, заряженных противоядием, полетели к орде зомби. Король зомби спал, обнимая Лю Жуянь. Его 8-е чувство мгновенно подсказало ему, что что-то не так. Он встал с кровати, не забыв укрыть Лю Жуянь. Большое количество противоядия смешалось со снежинками, распространяясь повсюду. Зомби, соприкоснувшиеся с ним, кричали от боли, превращаясь один за другим в лужу крови. Король зомби в ярости взревел, прыгнул, из ладоней сразу ударили лучи, уничтожив дроны. Номер 128 и его игроки рванули в атаку, он включил всемирную гравитацию. Прижав короля зомби к земле, могущественный король зомби не мог даже поднять запястье, несколько игроков набросились на него. Король зомби взревел, и зомби, притавшиеся в темноте, набросились на игроков, как обезьяны. Номер 128 снова использовал свою силу, небоскреб был разрушен гравитацией и рухнул, гигантские камни упали на зомби, и король зомби был вместе с ними. 128 победно улыбнулся. Этих скал хватит испепелить короля зомби вмиг. Лю Жуянь, стоя на балконе, закрыла лицо руками. Она вскрикнула, номер 128 среагировал, ткнул пальцем, балкон под Лю Жуянь обвалился, она тотчас рухнула в воду. С такой высоты ее смерть неизбежна. Вмиг король зомби выскочил из обломков, схватив Лю Жуянь, в то же время другой рукой.
Он выпустил бесчисленные тонкие нити, которые крепко связали номер 128. Номер 128 побледнел от ужаса, не знал о трюке короля зомби. Король зомби тихо потянул, тело 128 разлетелось на... Но он не ждал, у номер 128 в теле антидот. Мешки лопнули, накрыв его. Лю Руюань кричит, видя, как король зомби тает в крови. Страх сковал ее. С 10, она одна бежит прочь вдаль, но скоро она провалилась в ледяную яму. На этот раз никто ее оттуда не спасет. Сила жить чужой любовью оказалась слишком уж слабой. В мировом рейтинге еще 12 игроков стали серыми. Я вычеркивал их номера по одному в блокноте, пока дошел до 128. Сзади указали его слабость. Гравитация не держит сверхлегкие вещи, такие как паутина короля зомби. Я люблю использовать информацию для создания сценариев, в которых победа гарантирована. В данный момент у меня остался только один противник — Ван Тен, тот, кто контролирует армию, ему не терпится закончить. В мировом канале он орал: «Это игра для умных, Майк. Ты далеко зашел, уже подвиг для тебя, Майк, правда. В каждой игре есть проигравший, покончишь с собой сейчас, пытать не стану. Я всегда знал, что у тебя есть наемники. Но они против армии — ничто. У тебя есть только немного грязных денег, а у меня есть ракеты, авианосец, истребители. Даже если ты спрячешься на краю света, я тебя найду». Я отправил в общий чат фак. Ментальный контроль Ван Тена силен, но действует только при личной встрече вживую вплотную лицом к лицу. Нужно лишь укрыться в подземной крепости, там он не применит силу против меня. Я не ожидал, что он ударит ракетами по острову будущего. Несколько ракет беспощадно накрыли его. Спустя долгое время я все еще был онлайн. Ван Тен не верил. «Майк, защита крепкая, так что я сам тебя выбью». Он уже подплыл на авианосце. Для авианосца. Мои рифы не проблема. Когда он высадился на остров будущего, весь остров был покрыт пороховым дымом, горы были сравнены с землей, земля была изрыта глубокими кратерами. Все укрепления уничтожены. Он увидел открытую дверь подземной крепости и победно улыбнулся. Он велел людям бить по двери из тяжелых пушек, после очередей она разлетелась, открыв внутренний проход. Я послал запрос на видеозвонок. Он, высокомерный, принял звонок. Глядя на темный проход, он сказал: «Мак, слишком поздно молить о пощаде». Он кивнул своим людям, чтобы они вошли, намереваясь силой вытащить меня на видео. Показал космос. Кто сказал, что я на острове будущего? Открой глаза, где я? Смолк, а там бомба рванула на острове будущего. Имя номера 100 наконец стало серым. Система включила резкую музыку. Игрок 99 теперь единственный победитель. Поздравляем. Уровень пройден успешно. У Ван Тена был игрок со странным даром. По фото одним взглядом точно находил место. Дар почти бесполезный, но Ван Тен понял, как применить. Слал мне тонны видеозвонков, чтобы по скриншоту вычислить, где я нахожусь. Но я не принял. В канун Нового года я послал ему фото. В сердце он проклял меня, идиота. К счастью, он вычислил меня, ждал, пока банду и короля зомби убьют, и взорвал меня. Но я знал, кто у него в подчинении, специально показал фото, чтобы заманить его на остров будущего. Отправив фото, я покинул остров будущего. Награда, которую дала мне система. Это дало путь куда угодно без проблем. Взял припасы, телепортировался на станцию. Но система не дала мне возможности вернуться на Землю, и я не мог использовать эту награду